В этом видео как понравиться работодателю, как отвечать на самые каверзные вопросы, ну и самое главное, как правильно говорить о деньгах и сколько просить. Поехали! Любое собеседование, или как еще их называют интервью, состоит из трех этапов. Подготовка, само собеседование и то, что вам нужно сделать после него. Обычно, если вас приглашают на собеседование, то это уже значит, что в целом вы подходите на данную вакансию. И никто не сомневается, что вы справитесь с этой работой. Просто работодатель хочет с вами поближе познакомиться, понять, что вы за человек и сможете ли вы успешно влиться в команду. Ваша основная задача на собеседовании – произвести на этого человека хорошее впечатление. И ключ к этому впечатлению – подготовка. Для начала нужно изучить максимум информации о компании. Я обычно иду на сайт и изучаю все продукты и услуги, руководство компании и ее историю. Вообще, даже перед рассылкой резюме хорошо бы сделать небольшой ресерч, чтобы ваши письма были более персонифицированы. Всем людям приятно, когда к ним обращаются по имени и когда вы владеете фактами о компании. На собеседовании вы легко сможете рассказать о тех продуктах и услугах, которыми вы хотите заниматься, и ответить на каверзные вопросы, о которых мы поговорим чуть позже. Не все знают, что интервью – это не только попытка получить конкретную позицию здесь и сейчас, это еще и нетворкинг, то есть знакомство с людьми из вашей сферы. Частенько бывает, что прямо сейчас вы можете не подходить компании, либо нашли более опытного специалиста, либо вы по цене не прошли, но на этом все не заканчивается. К вам могут обратиться позже, когда в компанию потребуется новый специалист, или сам HR сменит место работы и вспомнит о вас. HR бережно хранят списки соискателей. Поэтому собеседование – это суперэффективный способ приобретения связей. И тут есть еще один интересный момент. Даже если вам не ответили на письмо и не позвали на интервью, это еще не значит, что вы зря потратили время, это полный провал. Это значит, что именно сейчас вы не подошли. Но будьте уверены, вас записали. Это далеко не редкость, когда через полгода, год, когда открывается вакансия, работодатель пишет и приглашает на собеседование тех, на чьи письма он даже не отвечал. Резюмирую, если вы ищете работу, надо рассылать много писем и узнавать максимум информации о компаниях, в которых вы хотите работать. А дальше каверзные вопросы. Первое, но это даже не вопрос, а просьба, на которой многие сыпятся. Рассказать о себе. Самое важное тут говорить четко и по делу. Представьте, что вы у этого HR-менеджера уже 10-й соискатель за день. Не надо рассказывать, где вы родились, в какой школе учились, ваше семейное положение и прочую личную информацию. Надо сразу говорить о том, где вы работали и каких результатов достигли. Годы работы и название компании не так важны. Это и так должно быть написано в вашем резюме. Надо рассказывать о своих кейсах, то есть о ситуациях, ваших действиях в них и о результатах. Что делать, если это ваша первая работа? Можно рассказать о своих достижениях на фрилансе, а можно где-то постажироваться. И это очень просто. Учась в универе, я пришел в типографию печатать свои учебные работы и обмолвился, что ищу место для стажировки, и меня тут же взяли, без опыта и собеседований. Проработал я пару месяцев, причем не бесплатно. Следующая моя стажировка тоже была практически случайной. Программист, с которым я работал на фрилансе, основал маленькую компанию по продвижению сайта в интернете. Я не назову все это серьезными работами, но записи в резюме я получил, и на свое первое собеседование я уже пришел с опытом работы в офисе. Подытожим. Рассказывая о себе, рассказывайте о ситуациях, что вы в них сделали и какой результат получили. И небольшой лайфхак. Приносите с собой раздаточные материалы. Как минимум распечатайте свое резюме. Но если у вас есть что-то показать, обязательно показывайте. Дальше, второй вопрос. Почему выбрали именно нас? Не надо говорить, что ваша компания самая лучшая на свете, я всегда мечтал у вас работать. Рекрутер в этот момент пытается понять, какая у вас цель внутри компании. Подумайте заранее над ответом на этот вопрос. Обозначьте четкие причины. Например, вы считаете, что ваши знания в какой-то области могут помочь компании. Не забывайте, что надо стараться говорить не о себе, а о пользе для собеседника. Это нравится людям. А я напомню, что собеседование – это достаточно субъективная штука. И HR больше оценивает, насколько хорошо вы вольетесь в коллектив. От того, насколько вы ему понравитесь, зависит успех собеседования. Поэтому рассказывайте о пользе для компании.
Следующий вопрос, и один из самых проблемных: какие ошибки вы допускали? И большинство кандидатов, пытаясь представить в хорошем свете, говорит, что вообще не допускали ошибок. Хотя мы все прекрасно понимаем, что такого просто не может быть. И ошибается только тот, кто ничего не делает. Этот вопрос показывает только одно: что вы умеете анализировать ситуацию, извлекать из нее уроки, делать выводы и не допускать этих ошибок в будущем. Отвечать нужно следующим образом. Вы вспоминаете истории, когда была проблема, как вы ее решили и какие выводы сделали и научились на своих ошибках. Желательно заранее подготовиться, собрать пару-тройку таких ситуаций, и тогда на интервью вам будет легче. Следующий вопрос чем-то похож на предыдущий. Назовите свои слабые стороны. Тут тоже не надо стараться сделать вид, что вы такой идеальный и у вас нет недостатков. Работодатель хочет узнать, насколько вы самокритичны и умеете ли вы анализировать свою работу. Здесь не нужно пытаться перевести свои хорошие стороны в недостатки. Говорите честно и открыто. Только не надо бросаться в крайности и излишне скромничать и сообщать, что у вас всего пара достоинств и десяток недостатков. Вы выбираете какой-нибудь недостаток, который не критичен для данной позиции. Например, если вы хотите работать журналистом или в пиар-службе и не любите общаться с людьми, это критический недостаток. А для дизайнера или программиста это норма. Дальше важно обозначить, что с этим недостатком вы работаете и пытаетесь исправить. Поэтому их еще называют точки роста. Очень часто этим недостатком бывает плохое знание иностранного языка, и тут можно сказать, что вы это исправляете и занимаетесь на курсах. То есть вы обозначаете какой-то свой навык, который можете отнести к своим слабым сторонам, и говорите, что работаете над ним. Следующий вопрос: кем вы видите себя через 5 лет? 5, 10, 15, по-разному бывает. Этот вопрос, на котором лично я очень подвис на собеседовании, и я думаю, он один из самых сложных. Работодатель хочет услышать от вас, что вы хотите развиваться профессионально и что у вас есть какие-то цели. Естественно, не надо говорить, что вы хотите открыть свою компанию, уехать на Бали или родить детей и уйти в декрет лет на 10. Этим вопросом работодатель оценивает вашу зрелость и серьезность намерений. Компаниям выгодно, когда сотрудники развиваются внутри, поэтому, например, веб-дизайнерам будет уместно сказать, что они хотят изучать какие-то смежные направления, вроде анимации или 3D, и стать специалистами более широкого профиля. Тут же вы можете рассказать и о личных целях, что помимо работы у вас есть что-то еще, какие-то хобби, какие-то интересы. Сотрудники, которые кроме работы занимаются чем-то еще, меньше склонны к выгоранию, а соответственно более эффективны. Короче, отвечаем на этот вопрос так. Вы хотите долгое время работать в компании и развиваться, а в каких направлениях развиваться, это вам надо решить самому, заранее, на этапе подготовки. Следующий вопрос, который обязательно задают на собеседовании: почему вы ушли с прошлой работы? Понятно, что здесь нужна конкретика. Если была какая-то конфликтная ситуация, мы думаем, как правильно ее преподнести. Тут нельзя говорить ничего плохого про свое старое начальство, что все было плохо, а вы у них каким-то образом так долго работали. Естественно, потенциальный работодатель подумает о том, как вы будете его песочить после увольнения. Обычно считают, что в любой ситуации виноваты обе стороны. Ее надо преподнести максимально позитивно. Соискатели говорят, что на прошлой работе у них был определенный потолок, какие-то ограничения и не было возможности для роста. И теперь-то на новой работе они в полной мере смогут раскрыть свой талант. Говорите именно об этом. Следующий и самый важный для вас вопрос про деньги. Сколько вы хотите зарабатывать? Отвечать надо спокойно и уверенно. Многие почему-то стесняются говорить про деньги, и они меньше зарабатывают. Спокойно. Вам нужно заранее подготовиться к этому вопросу и промониторить рынок. Естественно, ваша задача получить максимум денег, а задача HR заплатить минимум. Поэтому компании обычно тщательно скрывают, сколько они платят своим работникам. У этой ситуации есть 3 решения. Самое простое — посмотреть сайты с работой, вроде HeadHunter. Не обязательно смотреть только открытые вакансии. Больше всего информации в архиве. Такие сайты дадут вам общее представление о зарплатах. Если вам повезло и у вас есть знакомый HR, обратитесь к нему. Они обмениваются между собой такой информацией. Если нет знакомого, идите в рекрутинговое агентство, которое помогает работодателям искать специалистов. Сотрудники этих агентств гораздо более открыты, чем непосредственно работодатели. Либо третий способ, не вставая с дивана, сайт Glassdoor.
Сайт зарубежный, но и по многим российским компаниям и специальностям есть информация. Правда, при регистрации просят анонимно рассказать о вашей текущей зарплате. Именно на этом сайте я узнал, что слухи про низкую зарплату в студии Лебедева совсем не слухи. Дизайнер у Лебедева получает около 70 тысяч рублей, что для Москвы смешно, ведь только на аренду уходит 1050. А в крупных продуктовых компаниях вроде Сбербанка и Яндекса зарплата дизайнера около 180 тысяч. Очень рекомендую изучить вам этот сайт, для меня это просто было открытие. Ну и теперь, когда мы разобрались с ответами на самые каверзные вопросы, пора обсудить, что делать после собеседования. Во-первых, если вы серьезно относитесь к поиску работы, стоит взять пример с HR и тоже вести списочек, кому и когда вы сходили и что нового узнали. Если предполагается несколько ступеней собеседования, на следующем вы можете вспомнить что-то интересное и показать себя как более заинтересованного собеседника. А во-вторых, стоит написать благодарственное письмо. За рубежом это обычное дело, но у нас почему-то редко кто так делает. Многие HR говорят, что когда дело доходит до принятия решения, остается 2-3 кандидата. И тут ваше напоминание о себе будет очень кстати. А еще в начале этого видео мы говорили о нетворкинге, что даже если вас не примут на работу, очень хорошо было бы сохранить контакт с HR на будущее. И благодарственное письмо – это отличный способ это сделать. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!